Итак, всем доброго раннего утра. Как видите, еще с того ритуала следы остались. Но я решила все-таки пересилить усталость, снять вам еще один ритуал, еще одну чистку очень сильную, которая вам, естественно, пригодится, как и все остальные мои работы. Дорогие друзья, во-первых, хочу сказать, кофейная чистка, которая пользуется успехом, и многие хвалят, что вылечились, то есть ушли головные боли, боли в спине. Делайте, проводите это на оздоровление. Я не просто так даю. Другие чистки на исцеление. Вчера выставила на языке духов оздоровить тело, то есть излечить болезнь. Сегодня уже написали люди, что сразу же провели, и у них очень хорошее самочувствие. Давление нормализовалось, боли в ногах прошли. Одна женщина даже написала, что у нее опухшие вены за ночь вернулись в нормальное состояние. Она не может это объяснить никак, потому что много лет принимала всякое лекарство. Когда человек слаб, к нему липнут лярвы, понимаете, вот эти духи, вампиры, которые начинают высасывать его энергию, жизненную силу, то есть усугублять болезнь. И эти чистки отрывают, убирают лярвов, убирают и усиливают вашу жизненную энергию, силу. Поэтому вы сразу чувствуете оздоровление. То есть вас не выпивает некая сила, а значит, организм идет на поправку. Есть прок от этого лечения. Понимаете, когда сверху ничего не давит. Так что делайте. Делайте. Я не просто так их выставляю, я выставляю для вас, чтобы вы этим пользовались. Поскольку я всегда знала, что я буду очень занятой человек, дабы каждому не говорить, перепишите то, напишите это. Я просто снимаю, несколько тысяч человек сразу получает мою помощь. Чтобы не чувствовать себя, знаете, наверное, виноватой в том, что вот сила есть и знания есть такие глубинные, но не могу добраться до каждого человека и не каждому могу оказать помощь. Я решила сделать таким образом. Я думаю, это самое лучшее и правильное решение. И кто бы ни пытался подражать мне, я хочу им сказать, дело не в том, сколько ритуалов выставишь, это не в количестве дела, и не в том, чтобы какую-нибудь ерунду ради галочки выставить и сказать, вот ритуал делайте. Весь секрет моей успешной работы в том состоит, что мои ритуалы работают, понимаете, вот и все. Выставить можно там всякое, я там такую чушь как-то прочитала. Как кошка гоняется за мышью, как собака гоняется за кошкою, да чтобы так мужики за мною гонялись. Собака гоняется за кошкой, чтобы порвать. Кошка гоняется за мышью, чтобы сожрать. Это что, маньяков привлекаем или убийц? Понимаете, это серьезно, это правда. Такими заговорами нелепыми, тупыми можно действительно навлечь на свою голову беду. Потому что я вам уже говорила, что заговор – это как догмат. Одна правда, одна истина связывается с другой истиной. Вот как там солнце и луна не встретятся, да, так, чтобы бедность со мной не встречалась. Вот, например. И представьте, если вам дают вот такой нелепый заговор, и кто-нибудь возьмет, проведет и действительно на свою голову навлечет какую-то беду, не потому что в этом ритуале есть большая сила, нет, потому что срабатывают некоторые слова, сказанные, то есть как догмат, понимаете, связываете одну истину с другой истиной. Да, кошка бежит за мышью, и собака за кошкой тоже бежит, но с какой целью-то? Уничтожить, сожрать, порвать, убить. Правда? Вот представляете, вот такие нелепости дают людям
глядя на мои работы. Или призвать Гекату в свой дом. То есть не просто вот же нужно просто взять и сказать, вот ритуал, берите, делай. Объяснять людям, зачем ему надо, этому человеку, Гекату призвать. Гекату, которая мать кошмаров, мать неупокоенных мертвецов, хозяйка перекрестков, самая темная богиня, которой боялись даже боги. Обходили стороной человеку дать такое задание, то есть призвать Гекату в свой дом. То есть призвать неупокоенные души и призвать кошмары в свою жизнь. Согласны? И люди, которые ни черта не понимают в этом, могут взять и сделать. Поэтому относитесь серьезно. И те, которые раздают вот такую ерунду, вы за это, конечно, очень страшно можете ответить, потому что вы просто для привлечения, для заманухи даете такие нелепости, которые могут сработать в обратную сторону и привести на голову человека большие бедствия. Обдумайте, дорогие люди, не кидайтесь во все тяжкие. Не все, что сказано ритуал, есть ритуал. Не все это приносит удовлетворение, счастье, удачу, здоровье. Посмотрите много раз, изучите каналы этих людей, посмотрите, кто что пишет, кому оно помогло, как помогло. Не подставные лица, они тоже так бывает, что пишут. А именно действительно, когда тысячи пишут, и голосовые, то есть и так далее, подробно, тогда понять, да, вот здесь правда. У меня нет выгоды в этом, понимаете? Я свою выгоду не имею, чтобы можно было сказать, вот ей выгодно, вот так сказать. Нет, абсолютно. Какая мне разница? Я отдала миру. Я знать не знаю, кто проводит, кто не проводит, кто берет. У меня нет выгоды в этом, чтобы вам, например, вот мое делаете, а не там. Это же даром, если бы я их продавала, может быть, можно было сказать, вот ей выгодно там свое хвалить. Нет. Я просто говорю, дорогие мои, не каждый, кто берет таро, не каждый, кто берет инструкцию, начинает гадать и не знаю, есть великий чародей, колдун и ведьма. Глубинные знания, не гороскопы, которые вам рассказывают, не какие-то одинаковые вещи, не там рассказывают, кто такие русалки, водяные, то, что вы можете сами найти, а глубинные рассказы, понимаете, такие знания, которые нигде не слышали вы, и они должны быть логически разложены. Не просто вот так вот делать, потому что так надо. До смешного доходит. Ставим фотографию Фортуны, фотографию. Ага. Она позирует, фотографируется там в студии, фотосессию сделали ей. Фотографию Фортуны и читаем. А кто такая Фортуна? Зачем нужно? Потому что когда это не твое, когда ты взаимствуешь, когда ты пытаешься подражать кому-либо, это фальшиво смотрится. Ведь это же не твое. Это все равно, как я сейчас расскажу, как делать операцию на сердце по словам знаменитых хирургов. Но оно же не мое, я ни хрена не мыслю в этом, я не знаю. Я могу там несколько раз перечитать, наизусть выучить и вам рассказать, но это не сделать меня хирургом. Я просто сухие термины могу назвать, но души там нет, понимаете? Это же не мое, не я же делаю операции. То же самое здесь. Понаблюдайте, посмотрите, дорогие друзья. Не просто нелепости какие-то, а работы, которые реально помогают, где объясняется, что, кто, откуда пришло, почему. Логика, во всем есть логика. Если вас убедили в том, что это действительно тебе надо, вот тогда делай. Если есть малейшие сомнения, вообще голос совести – это голос богов внутри человека, так говорили в древние времена. Если что-то мешает, если что-то не дает, значит, это не просто так. Это тебе подсказка, что не совсем хорошее дело здесь. Итак, чистка Параскева Пятница. Кто такая Параскева Пятница? Наверняка все слышали, что она христианская святая, великомученица Параскева, да? От имени Просковья. Просковья или Параскева. С греческого или с латыни переводится как «верная». Его, то есть расшифровку, перевод не совсем правильный, потому что, как правило, расшифровка сейчас именно говорится о том, перед субботник называется, или перед радостью, или перед праздником это имя означает. Нет. Когда назвали один день в честь Параскевы, вот тогда он стал предсубботником. На самом деле Параскева или
Прасковья означает верная. Дорогие друзья, христианство присвоило себе очень многих людей, которые никакого отношения к христианству не имели. То есть жрецов древних культов назвали христианскими святыми. Как это произошло? Параскева, которая была жрицей древних богов и до самого конца своей жизни была верна древним богам, и дабы не принимать христианство, ушла в горы. И там люди к ней ходили через трудности, через тернии, через камни, скалы, шли к ней за излечением. То есть она была жрица-знахарка. Ну, ведьма, скажем так. Когда она умерла, то местное население с большим почетом ее похоронили там же, в этих горах, и начали ходить как паломники к ее могиле, просить о помощи, излечиваться. Христиане смыкнули, что если они будут отрицать ее чудодейственность и силу, значит, настроит против себя народ. И христиане сказали, мол, перед смертью Параскева приняла христианство, приняла Бога в свою душу, и поэтому имеет право считаться христианской святой. Тем самым как бы подмаслили местное население, чтобы местное население тоже последовало примеру своей вот великой знахарки, мол, вот раз уж Параскева приняла, она была умная женщина, значит, христианство все-таки несет добро. И вот такой хитростью заманили Параскеву, а потом придумали легенду о том, как ее мученически убили. В общем, сделали ее мученицей Параскевой, христианской святой. На самом деле она жрица, и называли ее Преснодева, то есть женщина, которая так и не вышла замуж. Кто она была по национальности? Некоторые говорят римлянка, некоторые говорят гречанка. Все-таки я склонна к версии греческой, потому что как бы уж слишком много в ее образе жизни напоминает именно гречанку. Мало того, что христианство объявило ее святой, так еще и день ей выделили, в честь нее назвали один день, значит, в календаре, в неделе. И многие говорят, что после того, как назвали в честь нее этот день, Параскева приходила к людям во сне и говорила: «В мой день я очищаю и усиливаю вас, поэтому в мой день ко мне обращайтесь». То есть пятница была объявлена святым днем. Считается чистый четверг и могучая пятница, Параскева. То есть эти 2 дня самые сильные для чисток. Еще раз говорю, это все пришло с язычества. Хотя христианство это переняло, взяло. И вот в могучий день пятница, сегодня не пятница, но эту чистку можно делать только в пятницу. Раз в неделю постарайтесь первые месяца 2 сделать. Замечательная работа, просто убирает все напряжение, всю трясучку, все трудности, которые были за эту неделю. Убирает и помогает, дает вам возможность с чистого листа начать следующую неделю. И очень может быть, что если на следующей неделе вам обещали какие-то неприятности, то они не произойдут, и что люди, которые вам мешали, накажутся. Потому что в пятницу обращаемся к Преснодеве Параскеве. Пятнице. Итак, вам нужна емкость с водой. 6 свечей, это тут 3. Желательно черные свечи. Можно и обычные взять, но желательно черные восковые. Черный воск, он более сильно обладает силой. Зажигаете свечу, крутите вокруг значит, все, емкости, неважно каким образом, против или по часовой стрелке. Вот, читайте, вот, крутите 3-4 раза, читайте над водой, потом начинайте крутить вокруг своей головы, так, чтобы обхватить просто полностью все ваше тело. Читайте заклинания. Снова
крутите над емкостью с водой и, значит, тушите свечу, берете следующую. И так 6 раз. Сначала над емкостью, потом над головой, когда дочитали. Над емкостью, не читая, извиняюсь, крутите. Значит, 3-4 круга вот так делать, как бы заряжаете, даете энергию в воде. А потом над своей головой читайте. Когда закончили, снова вот так крутите и тушите пальцем. Берете следующую свечу, она уже так довольно нормально сгорит, пока вы будете читать. И вот так 6 свечей. Когда дочитали, огарки этих свечей вместе с 6 монетами и куском черного хлеба нужно вынести. Но это не все. Вот вы покрутили вокруг емкости, потом над головой, дочитали, снова покрутили, потушили, положили в сторону, отложили. Подводите воду, черпайте и немного так протирайте лицо. Опять отодвинули воду. И следующее, опять же, крутим здесь, потом над головой читаем полностью заговор, снова над емкостью, потушили в сторону. И точно так же, значит, отодвинули, помыли чуть-чуть лицо и со следующей свечой. Когда все это закончится, эту воду остальную выливайте. Просто вылейте, можете вылить в раковину. Вот эти свечи, 6 монет выносите. Можно в течение следующего дня, если вы вечером делаете. Вообще это сделайте в сумерки. Вот после 5-6 вечера лучше работает. Выносите, оставляйте с куском хлеба и говорите: Преснодеве Параскеве. Просто отвернулись и ушли. Вам уже после чисток станет очень хорошо. Кровообращение восстановится, вообще состояние улучшится и много еще произойдет то, что для вас, может быть, будет как бы неожиданностью. Эта чистка еще может снять денежные блоки. Но делайте только в пятницу. В пятницу она сильна. В остальные дни, вообще запрещено трогать то, что в пятницу надо читать. В остальные дни смысла нет в ней. Итак, я свечу держать не буду, чтобы она меня не отвлекала. Я просто читаю. А как делать это все, да, я уже вам объяснила. Параскева, жрица, дева, Параскева, Преснодева, древних богов служительница, душ людских спасительница, порча, корча, хворь из глаз, что без крыльев прилетела, да на мою душу села. Меня мучит, меня крутит, Параскева, Преснодева, пусть меня порча отпустит. Камень камня не родит, Параскева, Преснодева, порчу корчу победит. Параскева, Преснодева, жрица древних сил бессмертных, достань меч свой и рази, все удары отрази, что летят, бегут и скачут, они в себе беду прячут, по мою душу идут, пред мечом твоим падут. Порча нет тебе почета. Отбей, дева Параскева, отстреляй и убивай, всех сожги, уничтожай, мое тело очищай, мою душеньку спасай, мечом рази и рви все перекосы, все ахи, все охи, все вскрики, все крики, все шепотки, смахни с меня, свали с ног, чтобы никто сурочить не смог. Фу, немножко плохо, аж голова закружилась. Сними, очищай с волос, с очей ясных, с крови красной, с печени и с костей белых, с ретивого сердца, с буйной головы, чистой водой, огнем свечи, силой воска и могучей тьмой заклинаю я, очищаюсь я, обновляюсь я, в святую пятницу, в день Параскевы, жрицы Преснодевы. Чур, чур, меня черная беда. Камень камня не родит, Параскева, Преснодева, порчу, корчу победит, зубы, губы, язык, ключ, замок. Ох, сейчас, секунду.
Фух, самой прямо. А представь, насколько это будет сильно, если вы действительно сделаете. Так-то я вас учу, показываю. Эта чистка убирает весь негатив, который был за неделю. Эта чистка может открыть денежные застои, то есть убрать. Эта чистка может вернуть вашим врагам, если они вам что-то пытаются, ну, в общем, навредить, одним словом. И эта чистка способна оздоравливать, и чтобы вы на выходные спали, отдыхали, то есть с новой обновленной силой идете на работу. Если вы проведете месяца 2 эту чистку, раз в неделю, естественно, то очень сильно помолодеете. Вот это 100%, потому что я не люблю такие вещи, 100% и так далее. Но я вот говорю, потому что это уже проверено. Очень сильно просто стягивает кожу на лице, на руках и на спине, как правило. Вот эти места, которые быстрее стареют у женщин. И повышает сексуальность. Последний раз, когда я давала женщине это делать, у нее постоянно были по-женски очень жуткие воспаления, не будем сейчас говорить, абсолютно пропало. Она говорит, я просто была в шоке, что я проснулась следующее утро, и я не поверила своим глазам. Я начала сначала думать, ждать, все-таки несколько дней в страхе, вдруг опять начнется это все, потому что и лекарства, и все временно помогали, вот эти антибиотики. Абсолютно пронесло. Врач сказал, ну, видимо, организм усилился, начал бороться, или в крови появились какие-то новые ферменты, которые их убили, уничтожили. Но я, говорю, я-то знала, что это было такое. Вот. Проведите, попробуйте. Каждая чистка, каждый заговор, каждый шепоток, каждая исцеляющая там, значит, работа, оно все направлено для того, чтобы вас усиливать и усиливать. Наши предки жили в мире с богами, с природой, просили, получали и ни о чем не думали, не переживали. Они были очень зрелые, мудрые, и у них была очень сильная связь. Они верили и не боялись завтрашнего дня. Вот то же самое хочу, чтобы было у нас с вами. Чтобы мы ничего не боялись, были уверены. Болею, сделаю на исцеление. Голова болит, сделаю кофейную чистку. Меня пытаются уничтожить, осудить или еще что-нибудь. Сделай вот этот ритуал с возвратом. Хочу деньги, сделаю на деньги. Нужна удача, сделаю на удачу. Нужна защита сильная, сделаю защиту. Нужно, чтобы не замечали, сделаю там, как быть невидимкой. Понимаете, на все случаи жизни. Просить и получать. И главное, правильно просить, чтобы сразу в цель. Всем удачи и всех благ. И живите, радуйтесь, развивайтесь, поднимайтесь, меняйте свою жизнь. Всего хорошего.